Привет, ребята, это QuatroAce. Меня забанили на 60 дней без объяснения причины, а мой аккаунт был обнулен, скорее всего, так как я не вижу своего никнейма в игре. Сейчас мне осталось 46 дней. Я не сообщал вам так долго об этом бане, потому что не понимал, как могло со мной такое случиться. Я был в максимальном шоке от случившегося и пытался узнать, за что мне дали бан. Я попросил стримера Пестели узнать, за что меня забанили, и ему дали ответ, что бан был за РМТ. То есть меня, скорее всего, забанили за то, что кто-то из моих зрителей выносил мне лут или передавал что-нибудь через барахолку. Любой зритель, который давал мне свой лут, может быть нечестным игроком. Я же не могу знать этого, но при этом дают бан. За это полный дебилизм. Насколько я знаю, многие игроки улетели в бан за последние недели по такой же причине, и еще два стримера, о которых я знаю, были забанены несколько дней тому назад. Это Вайбен, ему дали также 60 дней, и Тиратекс, ему тоже дали 60 дней, и они не знают, за что именно их забанили. Возможно, недавно как-то ужесточили правила с передачей лута другим игрокам, и из-за этого еще жестче стали банить игроков. Как вообще интересно играть людям, которые состоят в клане или просто играют с рандомами? Откуда они могут знать, кто с ними находится в пати? Может спокойно с ними быть читер или РМТ игрок, который может им выносить лут по приколу, но при этом, насколько я знаю, читер или РМТ игрок, если его забанят, он получит бан навсегда. А кто с ним находится в рейде, а если еще и пару раз были с ним в рейде, то получит стопроцентный 60-дневный бан. При этом что банит их не человек, скорее всего, а система автоматически выдает бан без объяснения причины. Кстати, за обычного игрока могут забанить, если будет частая или большая передача лута от одного к другому игроку, а как много лута можно передавать, никто не знает. Никаких правил ОБСГ по этому поводу нету. Вы можете также посмотреть видео недавнее от Пестели. Он там рассказывает про эти баны и говорит, насколько они смешны. Был один момент на стриме, за который меня могли бы забанить, и это произошло на предпоследнем моем стриме. Произошла очень странная ситуация. Мой зритель Perception, который давно меня смотрит, предложил мне выставить за черную карту ибупрофен, а я выставил военный передатчик, так как на ибупрофен высокий налог. Я даже представить себе не мог, откуда он достанет эту карту. Позже, пока я грузился в рейд, он почти прямым текстом написал, что он купил ее на сайте за деньги. Грубо говоря, произошло РМТ на стриме. То есть давайте посмотрим. То есть я начинаю грузиться в рейд. Он еще ничего не написал. То есть дальше. И тут уже все становится понятно. То есть вы можете почитать. То есть он пишет, что он не играет в игру вообще. То есть, ну, понятно сразу, да, откуда он эту карту взял. И когда я узнал об этом, то есть, когда я вышел из рейда, я эту карту сразу же, конечно же, удалил. То есть я принял с барахолки, вот она, и сразу же ее удалил. И об этом я сразу же отписал менеджеру BSG, то, что произошло. И вот тут мы видим на этом скриншоте как раз то, что я сразу же написал менеджеру BSG, а то, что случилось на стриме. Спустя там где-то какое-то время он ответил. Он написал: окей, посмотрю. И спустя сутки, ну, по сути, ровно, меня забанили. Я потом, как увидел, написал ему об этом, что меня заблокировали учетную запись. Он написал, какой у тебя ник. Я написал ему ник. И он написал, мне дали ответ, что бан за дело.
Я ему пишу дальше, он написал, что нет дополнительных комментариев. То есть, по сути, он, ну, то есть, ничего больше не знает. То есть бан дали на 60 дней, нужно ждать, когда кончится бан, и все, больше он ничем помочь не может. У него нету больше никакой информации, и все, он написал всего хорошего. И после этого, типа, ни один менеджер из BSG на мои сообщения вообще не отвечает, просто, ну, игнорирует меня или еще как-то. То есть как-то так. Самое забавное, что я наиграл в эту игру на стриме 10664 часа, и моему аккаунту более 4,5 лет дают бан за РМТ. Неужели разработчики думают, что я мог бы хоть как-то специально себя подставить под подобное дерьмо? Я просто в который раз убеждаюсь, насколько охуительно разработчики делают свою игру. Вы должны понимать, какое огромное количество игроков улетело в бан, когда начали банить подобным образом. А это началось вроде бы в 2020 году. При этом игроки вообще никогда не узнают, за что был бан. Ибо в соглашении у игры есть пункт, где BSG имеет право вообще ничего не объяснять по поводу бана. Напишите, ребята, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем пока.